Всем привет! С вами я, Алла. Сегодня посмотрим общий расклад. Какая женщина вас назовет единственным и неповторимым? Итак, кто у меня впервые на канале, подписываемся, ставим лайки, пишем комментарии и выбираем свой вариант. Это первый, это второй. Так, единички. Единички сейчас в ссоре. И единички сейчас, с одной стороны, очень плохо. С другой стороны, женщина скучает. Причем, знаете, здесь по какой-то причине женщина не хочет, чтобы вы знали, что она скучает. Вот как будто визуально она может транслировать, что мне вообще все равно. Что мне вообще все равно, где ты, с кем ты, как ты. Но на самом деле женщине здесь тяжело без вас. Так, а зачем ты обманываешь мужчину, что тебе хорошо без него? Вы знаете, она боится своего состояния. Она боится зависимости своей от вас. Вот у нее реально зависимость. Так, давайте спрошу, какая у тебя зависимость? Здесь и эмоциональная, и финансовая. У кого-то может быть не финансовая, а знаете как? Ну, так как расклад общий, то у кого-то это будет финансовая, эмоционально-финансовая, давайте так. А у кого-то это будет эмоционально-социальная зависимость. Ну, например, она все время с вами советовалась. Или вы ее куда-то подталкивали, или вы ее устроили на работу, например. Или у вас какие-то есть связи, благодаря которым вы этой женщине как-то помогали. Ну, то есть такое ощущение, что без вас она себя чувствует какой-то беспомощной. Ее вот это состояние, оно очень сильно напрягает. И что ты хочешь? Ну, женщина понимает свою зависимость, она ее боится. Смотрите, ребят, что здесь может быть? Женщина может отойти в сторону от вас для того, чтобы самой себе дать возможность самостоятельно жить без вас. Сейчас объясню. Ну вот, например, ты чувствуешь, что ты становишься зависимым от другого человека. С одной стороны, ты понимаешь, что тебе этот человек нужен, у тебя к нему есть чувства. А с другой стороны, ты понимаешь, что тебе не нравится твоя зависимость.
потому что ты ориентируешься на этого партнера, ты становишься уязвимым для этого партнера. Ты понимаешь, что если вдруг партнер захочет тобой манипулировать, то ему это очень легко удастся, потому что ты открыт, ну как бы ты открыт, это уязвимо. И женщина хочет отойти от вас на какое-то время. Для того, чтобы почувствовать свою собственную силу. Ну типа, вот если я там 2 недели побуду без тебя, я как окрепну, я как почувствую, что я все-таки могу стоять на собственных ногах без подпорок, без костылей в виде мужчины. Здесь об этом речь. Здесь женщину пугает то, что вы ей даете ощущение жизни, радости, счастья. Ну, то есть как бы она не хочет циклиться только на вас. И по этой причине она может отойти от вас в сторону. И она может сказать, давай подумаем, или там давай пока не будем общаться, или давай возьмем паузу. Да, здесь будет какое-то желание вас немножко отодвинуть от себя, чтобы убедиться, что она способна без вас быть счастливой, быть самодостаточной. Ну да, и в принципе как бы дать сама себе, как это назвать? Ну типа, что я не дополнение к тебе. И как только женщина почувствует свою силу, то она готова вернуться в эти отношения. Но сейчас она не хочет находиться в таком уязвимом положении, потому что, ну, как бы она боится этого. Она боится, что вы сядете на голову. Здесь женщина может думать, что ну а смысл? Если я позволю ему сесть себе на голову, он же потом не будет меня любить, он же потом не будет меня уважать. Лучше я сейчас его отодвину, почувствую свою силу, почувствую то, что я не завишу от него, и потом в этом состоянии я к нему вернусь. И вот в этом целостном гармоничном состоянии я уже смогу с ним выстраивать полноценные отношения. Ну, ребят, в принципе, очень даже осознанный подход. С учетом, что если здесь женщина склонна к созависимости, то, может быть, она здесь ходит к психологу, и она понимает, что здесь нужно поменять подход к отношениям, если хочешь быть счастлива. Потому что зависимость, она не делает человека счастливым, она делает человека несчастным. Зависимые люди недолго в паре не находятся, они расстаются. Поэтому вполне, в принципе, мудрое решение. Но с учетом, что вы такой же, как она, то есть вы понимаете эти вещи. Тогда у вашей пары здесь есть будущее. Так, это был первый вариант. Кому понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. А мы смотрим второй вариант. Двоечки, тут женщина вас давно ждет. Тут у вас все никак не заладятся отношения.
Знаете, такое ощущение, что как будто вам все время кто-то или что-то мешает. Вот как будто какие-то люди вам мешали, знаете, как может быть что-то наговаривали вам друг на друга. Какие-то люди, например, могли вмешиваться в ваши отношения. Это родственники, кстати, могли быть, подружки, ваши друзья могли быть. Ну, то есть какие-то третьи лица. У кого-то отыграется, что это были обстоятельства. Может быть, кому-то нужно было уехать. Может быть, какие-то были большие проблемы, болезни, например, по этим картам могут отыграться болезни, проблемы, какие-то серьезные препятствия. В общем, такое ощущение, знаете, что как только вы вот-вот практически договорились про свидание, вот как будто постоянно какой-то облом. Вот как будто вас действительно Вселенная все время разводила почему-то в разные стороны. И женщина здесь все это время была в недоумении. Знаете, здесь женщина, кстати, думала, что вы играетесь с ней. Ну, типа, ну не будет так нормальный мужчина себя вести. Типа, он, наверное, надо мной прикалывается. Или он женат, и сам не знает, что он хочет. Или ему просто скучно, потому он фигней всякой мается. Здесь вот про это речь. Угу. Здесь она, знаете, что подумала? Что вы себе никак не можете цены сложить, что вы эгоист, что вы маетесь какой-то дурью, и что вы себя ведете как какой-то нарцисс. Ну, типа, если бы я ему была нужна, то он бы что-то бы делал. А так он только создает какую-то видимость, ну, как бы заинтересованности, но при этом ничего не делает. И у женщины сложилось впечатление, что вот как будто вы ее вынуждаете на активное действие. И она, ребят, в этом увидела манипуляции. И вот по этой причине, кстати, она могла отойти в сторону. Типа, нет, я так не буду. Много карт про то, что вы ей ну очень нравитесь. Но здесь у женщины хорошая самооценка. Здесь женщина не как в первом варианте. Здесь женщина не боится зависимости, потому что она здесь самодостаточна. В общем, ребят, второй вариант. Здесь женщина наблюдает за вами, может что-то расспрашивать о вас, у каких-то знакомых, в соцсетях искать информацию про вас. Ей до сих пор непонятна тайна вашей пропажи. Здесь речь о том, что мужчина вроде бы как исчез. Вот ей кажется, что вы исчезли. Типа появился, пригласил куда-то и исчез. Может быть, вы пообещали позвонить или пригласить на встречу, или сказали там созвонимся и пропали. В общем, суть в том, что с одной стороны женщина вас ждет. Типа, ну когда же ты появишься? Ну ты же мне очень нравишься. С другой стороны, ее злит ваш нарциссизм, ваш эгоизм. И то, что вы как бы, ну ей так кажется, что вы ее как вынуждаете на активное действие.
А женщина тут такая: нет, так не будет. Я активничать не буду, я не мужчина. Здесь прямо она вот упирается, что я активничать не буду. Я тебе показывала, что я тебе нравлюсь. Показывала. Где твои действия? Здесь об этом речь. Двоечки, давайте активничайте, потому что женщина открыта знакомству. И она уже начинает злиться на вас. То есть она уже начинает думать, что вы какой-то, знаете, несерьезный абсолютно человек, который просто ей морочит голову. Так что, двоечки, вот так. Кому понравился расклад, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Напоминаю, что я профессиональный астролог, таролог, кармолог и психолог. Поэтому кому нужна профессиональная помощь, астрологические прогнозы, таро-гадание, психологическая консультация, обращайтесь ко мне за личной консультацией, за личным гаданием. Мои контакты на экране, пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram. Всем хорошего вечера и всем пока!